Улыбчивого всем настроения. Итак, сегодня у нас часть вторая. Прошлое видео получилось на 40 минут. Сама не ожидала, что так получится длинно. Я вообще по своей натуре немножко медлительная, поэтому я старалась отвечать быстро, но все равно затянулась аж на 40 минут. Я надеюсь, это видео будет намного короче. У меня сегодня всего лишь несколько вопросиков. Для начала покажу то, что у меня уже готово. Здесь зайчики еще из прошлого видео. 4 зайчика готовы. Это лавандовый, это мятный, это розовый и вот так. И еще серенький. Сейчас у меня в работе 3, и пока я их дооформляю, я их уже все связала, сшила. Это светлое молоко, это лавандовый и мятный. Осталось мне оформить мордашку и пришить ушки. Ушки тоже все есть. Ну и пока я отвечу на несколько вопросиков. И для начала расскажу вам, почему же все-таки Маруся, откуда она взялась. Хотя мое имя Марина. Все друзья, знакомые называют меня Мариной. В описании канала у меня тоже прописано, что меня зовут Марина. В шапке профиля Инстаграма точно так же. И все-таки откуда же взялась Маруся? А Маруся — это имя моей первой игрушки, которую я продала. Все началось еще очень-очень давно. На тот момент меня сократили с работы, и у меня освободилось очень много времени. И чтобы заполнить это время, я стала пробовать себя в рукоделии. И поначалу я шила игрушки. Это были тильды, куклы. И во всяких там разных вариантах. Они мне очень нравились. Я их не продавала, я их отдавала дочке, дочка отдавала подружкам. Это все дарилось, раздавалось. И вот первую игрушку, которую я сшила, и она действительно была такая хорошая, которая была, ну как сказать, пригодная к продаже или достойна продажи. Это была тильда овечка лавандового цвета. Очень красивая. Мне тогда не очень нравились эти игрушки. Она была большая, сантиметров 50. И я на тот момент не знала, где продавать, как продавать. В интернете вообще даже не представляла, где можно это все продавать. И сестра говорит: давай я заберу игрушку на работу, покажу коллегам, возможно, кому-то понравится, и кто-то ее купит. Я такая: ну, давай. Поставила очень маленькую цену. И прежде чем отдать ее, я такая думаю: ну, нужно же, чтобы она выглядела красиво, чтобы было понятно, что я серьезно этим занимаюсь. Я пошила для этой овечки такой мешок из органзы с бантиком. И думаю, ну, наверное, нужно как-то назвать ее или какую-то бирочку к ней прикрепить. И я думаю, назову я ее Марусей. Думаю, дам я ей имя Маруся. И распечатала картонку. Там была только Маруся. Кстати, я вам насобирала старые фотографии и буду по ходу вам их прикреплять. Подклеила мешковину, в общем, сделала красивую такую бирочку, прикрепила на ручку и отдала. И представляете вообще мое удивление, когда ее сразу купили, забрали. Как сейчас помню, это был мужчина-врач, и он купил у меня эту овечку и попросил, чтобы, ну, можно сделать еще точно такую же. И я такая: вау, у меня первый заказ. И я такая: да, конечно, конечно. Я сделала точно такую же овечку.
лавандового цвета. И думаю, ну, первая овечка была Маруся, это ее было имя. Эту овечку я назову София. Распечатала бирку, написала София, сделала все точно так же, отдала. И мне говорят, нет, типа, мы не хотим Софию, мы хотим точно такую же Марусю, как и прошлая была. Я такая думаю, ну, если прям так понравилось это имя, думаю, я буду всех своих тильд игрушек называть Марусями. И я напечатала карточки, где было написано Маруся. И все игрушки, которые я шила, это были овечки, лошадки, зайки, коровка была, бегемотики. Я всех называла Марусями. И на тот момент у нас в городе открылся магазин ручной работы, где принимали от девочек-мастеров их работы и продавали. И я понесла свои работы в этот магазин, и у меня их приняли, поставили на продажу, они хорошо продавались. И вот когда продавалась игрушка, я несла новую. И игрушка 50 сантиметров, достаточно большая, в мешочке. Я такая заходила с игрушкой в магазин, и мне девочки-продавцы говорили, о, Маруся пришла, новая Маруся пришла. Или там, когда видели, говорили, Маруся продалась, а ждем новую Марусю. Я такая, да, шью. И так я ходила к ним, приносила, и потом, знаете, даже когда я приходила сама, без игрушек, меня уже говорили, о, Маруся пришла. И так это имя прикрепилось и ко мне. И магазин рос, разрастался. Я уже перезнакомилась со всеми девочками и познакомилась с девочками-хозяйками этого магазина. И в один день они говорят, приходи к нам работать продавцом. И я такая вообще с удовольствием пошла к ним работать продавцом. Я любила эту работу, хотя зарплата была очень маленькая, но от того, что была маленькая зарплата, плюс деньги от реализации моих же работ, ну, не скажу, что было много, но мне хватало, мне нравилось. Главное, что мне нравилось находиться в этой атмосфере творчества. Мне нравилось находиться в этом магазине, где очень много красивых работ. Я познакомилась с очень многими девочками-мастерами. Я увидела, что могут делать вообще девочки своими руками. И в тот момент я стала пробовать себя вообще, ну, не только в пошиве игрушек, а я стала пробовать себя в разных направлениях. Я делала магнитики, я делала блокнотики, я шила всевозможные, не только куклы Тильда, а еще всевозможные маленькие сувенирчики, один вот из которых еще с тех времен. Это вот такая игольничка. Я их тоже делала очень много. Очень мне тоже нравились.
так я ней и пользуюсь. И я начала в тот момент пробовать вязать. Я вязала сначала слингобусы. Потом я вязала кружевные украшения на елку. Это были шарики, это были колокольчики, это были всевозможные кружевные такие украшения. И в магазине было очень много вязаных игрушек, они пользовались популярностью. И я решила тоже попробовать, и я стала вязать. Первую игрушку, которую я связала, это был небольшой вот такой мишка. Он, кстати, есть и сейчас, он у моей дочки, потому что все, что я делала, например, игрушки, первую я отдавала всегда ей. И сейчас, ну, сейчас уже нет, но у моей дочки очень много моих игрушек, работ. И я стала пробовать себя в вязании. Вот так и началось у меня, перешагнула я все эти этапы и стала сейчас только вязать. Сейчас у меня осталось только вязание, и еще я иногда делаю брошки. Это мне тоже очень нравится, но брошки это как мое такое маленькое личное увлечение для себя, потому что я не делаю их на заказ, и под настроение я могу еще и делать брошечки. А так у меня вязание поглотило все мое время, и я пока остановилась только в этом направлении. Так что вот такая длинная история про имя Маруся, почему так получилось. Это имя моей Тильды Овечки, первой, которую я продала, из которой все началось. Поэтому меня Марусей назвали только в рукодельных кругах, только девочки-рукодельницы, которые меня знали. Ну и вы, потому что мы встречаемся в моей мастерской, и вы тоже меня знаете как мастера по вязанию, рукодельницу Марусю. Так, сейчас я закончу хотя бы одного зайчика и перейду к следующему вопросику. Так, еще один зайка готов. Отправляется в корзинку или рядышком. Следующий у меня лавандовый. И еще пару вопросиков. Марина, видела, что вы пробовали вязать скрещенными столбиками, что в результате выбрали галочки или крестики. Спасибо. Да, я пробовала, и мне очень нравятся игрушки, которые вязаны крестиком. Можно еще смешанным способом, они тоже выглядят как крестики. Но когда я училась и вязала игрушки, я вязала галочками. И мне сейчас очень сложно как переключиться на крестики. Хотя, когда у меня есть достаточно много времени, и я вязала крестиками пчелок. Они мне очень нравились. И
я все-таки не оставляю эту идею переквалифицироваться на крестики. Но галочками у меня скорость вязания намного больше. Я вяжу быстро, не задумываясь, я могу еще что-то параллельно слушать. А вот крестиками мне нужно внимательно, медленно, пока рука, не я даже, а пока руки приспособятся к вязанию, к такому. Вот так. Я продолжаю вязать галочками, но мне очень нравится крестиками, и я буду пробовать вязать еще игрушки новые, другие, в смешанной технике. Это как полукрестик, но он выглядит точно так же, как крестик, и плотность тоже хорошая в нем. Подскажите, пожалуйста, в какую цену один моток ярнард получается? Я на днях покупала пряжу. Один моток получается 44 гривны. В следующем видео покажу вам, какие цвета я купила. И Ярнард Джинс поменял этикеточку. Тоже покажу вам. Но лучше бы они, конечно, улучшили качество. Так. Сейчас я Сейчас я дооформляю зайчика лавандового и отвечу еще на один вопросик. Еще один зайка готов. И последний зайчик на сегодня. И у меня тут еще есть один такой вопросик. Маруся, дякую за таке чудове відео і гарні відповіді. Скажіть, ви казали, що раніше шили, розкажіть, що шили і чи займаєтесь зараз шиттям? Чи займається ваша доня якимсь рукоділлям? Дякую. Ну, до цього я вже розповіла, що я шила великі іграшки, тільдочки. І зараз, ні, я не займаюся шиттям. Але в мене є всі викройки мої, і тканинки є, і машинка є для шиття. Але я зараз тільки в'яжу. І моя донечка, ні, вона не займається рукоділлям, в неї інші захоплення, але в неї дуже гарний смак. І я коли роблю щось нове, або планую робити щось нове, я обов'язково з нею раджуся, показую і питаюся у неї, як їй. І я до неї прислуховуюся, бо, як я вже сказала, я вважаю, що в неї дуже гарний смак. Але донечка моя не в'яже, не шиє, але моя мама і сестра рідна, вони дуже гарно в'яжуть. Наприклад, моя мама, вона однаково гарно в'яже і гачком, і спицями. Вона може зв'язати взагалі все. Вона може зв'язати іграшку любої складності. І вона може зв'язати і светрик, і ковтинку, і спідничку. І сестричка моя теж дуже гарно в'яже і спицями, і гачком, і в'яже складні іграшки. Мені здається, що я в'яжу гірше за них, бо все, що я можу зв'язати спицями, це таку квадратну ковдрочку, такий пледик ви бачили в моїх відео, хто давно на моєму каналі. І я можу зв'язати спицями шарфік. Я в'язала для сніговичка. Все. На цьому моє вміння закінчується. І гачком я в'яжу, як ви бачите, взагалі дуже-дуже прості іграшки. На складні я не здатна. Тому, так, моя мама і моя сестра дуже гарно в'яжуть. Ну, просто. І я вважаю, вони в'яжуть взагалі ідеально. Последний зайка на сегодня готов.
Вот такая большая компания у меня собралась. Сейчас я буду их фотографировать для инстаграмчика своего. Ну и с последним зайчиком еще один последний вопросик здесь нашла. Здравствуйте, Маруся. Можно узнать, как началась ваша рукодельная история? С именем Маруся я вам рассказала, как у меня все это начиналось. Началось с того, что я потеряла работу. Стало очень много времени, и чтобы заполнить эту пустоту, я стала занимать руки. Какие были первые шаги? Шитье кукол, тильт и всяких разных мелких сувенирчиков. Вы уже умели к тому времени вязать? Да, я умела к тому времени вязать, но особо никогда не вязала. Это еще были какие-то школьные уроки труда по вязанию. Все, что я могла, это связать шарфик и небольшую салфеточку, которая бы состояла из столбиков, убавок и прибавок. Очень интересная тема в этом направлении. Как рассчитываете стоимость своих игрушек? Раньше я рассчитывала стоимость своих игрушек по формуле стоимость материалов, умноженная на 4. Но она не совсем соответствовала, ну, например, первый сайт, где я зарегистрировалась, это была ярмарка мастеров, и, например, моя цена была очень-очень маленькая по этой формуле, поэтому я смотрела цену на подобные игрушки, подобного исполнения, подобного качества. Естественно, я не равнялась на каких-то там таких мастеров, у которых были красивые, идеальные, сложные игрушки. Я смотрела по своему уровню, какая цена, и ставила подобную. Вас очень приятно смотреть, слушать и вдохновляться. Спасибо огромное, мои дорогие, за вопросики. Старалась быстренько ответить, чтобы не растягивать это видео опять на 40 минут. Если вас будет что-то интересовать, пишите обязательно. Я соберу еще несколько вопросиков, и когда будем точно так же вязать, чтобы не было скучно опять смотреть на этих зайчиков. Я все сделала, все связала. И да, забыла вам еще сказать, что у моей мамы и сестрички тоже есть свои YouTube-каналы, где они показывают свои работы. Если вам будет интересно, перейдите, посмотрите. Мне будет очень приятно, что вы их поддержите. И мне было самой интересно выбрать свои старые фотографии, вспомнить свои работы, которые я делала. И я их очень любила, всех своих овечек, зайчиков и лошадок. Так же, как я сейчас люблю все свои вязаные игрушечки. Заходите снова в мою маленькую мастерскую, поболтаем, повяжем. И мне было очень приятно, что вы снова опять все здесь собрались.